Привет, с вами Мистер Ганс, это канал Мистер Ганс Онлайн. Прежде чем мы начнем сегодняшнее видео, хотел бы попросить вас подписаться на канал, поставить лайк. Для меня мотивация, вам не сложно, мне будет очень приятно. Сегодняшнее видео будет посвящено арене. Буду немного рассказывать, буду немного показывать структуру боя, кого лучше взять. Ну и приятного просмотра. Ну и непосредственно перед началом ролика хотел бы вам показать, каких результатов удалось добиться на этой неделе. Герой второй, до первого я не успеваю дойти, только потому что не хватает времени до конца нашего сезона, осталось всего 4 минуты. Хотелось бы вас просветить немного защитной иконки, то что те, кто на вас нападают, у вас есть шанс дать им сдачи и тем самым отстоять свое доброе имя. Но за каждого дают по-разному очков боев. Как видите, 9-2. Как это работает, я не знаю, но главное смотрите, чтобы зря очки не тратились. Это первое напутствие. Также из прошлых моих роликов вы можете знать, что в арене больше всего очков дают за первого и последнего человека, поэтому нападайте перво-наперво на них. Собственно, все. Вот мои результаты. Поехали. あら、バレました？ И в сегодняшнем видео я буду на фоне музыки вам немного рассказывать о том, как надо все-таки побеждать на арене, что нужно делать, как ключевых персонажей нужно находить, убивать и какие персонажи вообще лучше всего подходят для арены и все такое прочее. В общем, как вы можете видеть из первого боя, у нас стандартная пачка агрессоров. По защите против них я все свои бои сражался на двух атакерах, хили, агрессоре дефа, это Купидон и Юки Тьмы для Сапа плюс Сифона. У всех людей, которые так или иначе вообще когда-либо участвовали в арене, они в принципе ключевых монов знают, имеют и умеют ими пользоваться, но в этом все равно есть лазейки. Как бы сейчас бы сильно люди не пытались придумать что-то новое, все равно есть определенная мета, которой все примерно так или иначе следуют. Какие самые плохие моменты, ошибки совершают люди, когда начинают фармить арену? То есть те, кто ставят защитные пачки, начнем, пожалуй, с них. Защитные пачки чаще всего ставят, очень плохо ставить атакеров, так как, вот видите, допустим, драка огня, он, в принципе, на него внимания вообще можно не обращать, потому что он, в принципе, как огонь, стихия, в атаке она в защите вообще не рассматривается, не то что в атаке ее вообще рассматривать в принципе нельзя, потому что она, как таковая, она себя не раскрывает. Вот что касается защиты, она вообще никакая. То есть вот один удар от атакера и все, и драки нет. То есть вы теряете просто слот, поэтому давайте все-таки разберемся, что же лучше ставить нам для начала в защиту. В защиту чаще всего у нас ставят либо агрессоров, будь то хп агрессоры, деф агрессоры, либо какие-то танки. Такие пачки даже я так просто вставил, потому что, это забейте просто. Тут даже нечего рассказывать об этом. То есть, в принципе, ждите ивенты, и если у вас нет каких-то монов, собирайте себе деф-пачку из как можно более защищенных монов, чтобы противник очень долго не мог пробить вас. Да, есть люди, которые играют через сапы. Это у нас особенно началась эта хрень, когда ввели Феникса Света, а после еще добавили такие же скиллы многим монам. И тогда стало уже танкам намного сложнее себя реализовывать, но люди не отчаялись и все равно пытают очень большой потенциал, когда ставят очень много в резист. То есть есть такой скилл, для кого не секрет, это полный антирезист.
Да, он, конечно, работает, да, все такое, но у нас же у скиллов еще тоже есть шанс на срабатывание, то есть скиллы есть не стопроцентные, поэтому как бы вы можете спокойно относиться к этим скиллам, то есть не всегда Феникс является, если он есть в защитной пачке, не всегда он является ключевым моном, чтобы убить его и спокойно все у вас было. Нет, ключевые моны это такие моны, без которых уже в принципе вы можете не волноваться, то есть у вас полные все шансы на победу и в принципе вы уже не волнуетесь о том, что вы проиграете. Многие там и на автобой ставят, да, прокачивая там дев пачки или какие-то там агрессоров, чтобы просто поставить на автобой и все это было красиво. Это работает, да, это классно, но оно работает примерно где-то до, я думаю, челленджеров. Вот на челленджерах это уже хреново начинает работать, так как люди обычно на этом уровне уже как бы умеют играть и ставят примерно неплохие пачки. Здесь не по возрастанию, как бы по возрастанию, но люди, я имею в виду про бои, люди здесь как бы с диамонда и вплоть до мастеров, как бы уже до героев, извиняюсь. Последний бой был уже на герое втором. В принципе, как бы я ничего не говорю про пачки, то есть какие моны есть, таких как бы и ставят. Нет такого, то есть вы, допустим, есть у вас какие-то пачка монов, которые вы прокачали до 60 уровня, там полный билд камней поставили и погнали на арену, не задумываясь там о каких-то фьюзах между пачкой, то есть это тоже играет роль. Что это такое? Это замочек взаимодействия между вашими монами, то есть можете, я, наверное, даже сделаю насчет этого отдельное видео, это большая такая тема, как бы, ее можно сказать в двух словах, просто это цепь взаимодействия между вашими монами, которые вы взяли в одну пачку, то есть то, что допустим, у вас два атакера, допустим, тот же Анубис вместе с Локи, они дают в совокупности, если взять в одну пачку, они дают плюс 8% к защите, то есть на всех. И таким образом там еще можно около 4-5 связей набрать, это будет дополнительно. Не во всех, конечно, там надо именно смотреть и вычислять, это надо пробовать, все это тестить надо. Люди обычно этим не занимаются, потому что как бы 8% там того или того роли обычно не сыграют. Но вообще, как бы, если вот тот же самый как бы ключевой мон, как допустим вот в этом бое Юки, если, у меня были даже такие моменты, когда я забил просто на удачу, понадеялся и не убивал ее, она просто с одной ульты, в шок меня поймала и просто не выпустила. Так что, как бы, я на эти 8% крест не ставил. Поэтому фьюз это тоже очень полезная штука. Что у нас дальше? Вот, в принципе, по дефу, я думаю, если есть какие-то вопросы, конечно, задавать, я могу забыть что-то рассказать. Давайте обобщим еще раз. В деф у нас берется танки с высоким уровнем защиты, с хиллер-сетами, с сифон-сетами, чтобы моносифонеры какие-нибудь, хиллеры те же самые, щитовики и прочее. Все, кто так или иначе помогает нам жить. Это наша деф-пачка. Те же самые фениксы воды, допустим, имеют отражение. Тоже хорошая вещь, но если вас взяли в контроль, это бесполезная сразу становится банка, которая ни урона не нанесет, потому что вы по-любому, когда его прокачиваете, будете больше делать уклон на резист, и я думаю, вы не сильно будете, особенно поначалу, надеяться. Даже, возможно, он у вас еще будет второй эволюции, вы не сможете его полностью раскрыть потенциал. Так что вы будете, скорее всего, деф и хп ему прокачивать. Да, он будет сильно защищенный, но без резиста он будет очень часто стоять в шоке, в стане или еще в чем-нибудь. И просто его скилл будет неактивен, и вы не сможете просто никак
отражать этот урон, который у вас летит. Противники, когда нападают, они и без того знают, что Феникс опасная вещь, как бы, и особенно если у него большой резист. Поэтому его со счетов тоже не стоит списывать, но ему нужно запоминать, что если у вас мон, который нуждается в том, чтобы бить, чтобы не стоять в контроле, тогда вам нужно резист качать. Идеальный пример, допустим, много у нас стоит на арене защитных пачек темных. Какой лайфхак? Очень простой и очень такой весомый. Допустим, у вас есть два хороших атакера, допустим, один есть танк, или какой-нибудь, как у меня, Юки, саппорт с сифоном, и вы, допустим, видите 4, как в начале, допустим, было 4 темных агрессора, которые, вы знаете, что вы их с ульты ни с какой не убьете, ну, вам хочется все-таки выигрывать. Как же поступать в этом случае? В этом случае нам нужен один отвлекающий банкомон, который, ну, мы же понимаем, что, допустим, свет будет атаковать, естественно, тьму, вода будет атаковать, естественно, огонь. И в такой же манере у нас будет все темные моны единоразово будут атаковать свет. Идеальным в этом случае я всем вообще рекомендую прокачать светлую Миха, сделать ее полностью в защиту, в резист, и чтобы она была прям очень, то есть бой выигрывают не особо атакеры, сколько больше саппорты и танки, потому что как бы она выдержит все атаки, еще и выживет после того, как вы накопите ману на остальных своих атакеров, чтобы сбрить всю его пачку. То есть вам нужно просто дожить до какого-то момента, то есть какой-то будет момент у вас будет накопление маны для сапа, или же для минус резиста, или же еще какой-то, но вам нужно жить. Поэтому берите одного антистихийного, чтобы они атаковали его, а 3 остальных другой стихии, чтобы они их не трогали, и вы спокойно ими могли орудовать. То есть здесь я как бы знаю потенциал, я знаю, чувствую этого Купидона, я знаю, сколько он может выдержать. Поэтому я его беру вместо Миха, потому что иногда либо из-за Мерлинов, либо из-за каких-то монов, которые дают контроль, мне не хватает хп, так как у меня на атакерах не так много хп. Насчет Юки я вообще не волнуюсь, она хоть и не супер эволюция, но у меня очень хорошо сделана, она с сифон сетом, она у меня больше как именно приниматель урона, а не столько сколько сапер. Она так, на всякий случай, потому что я знаю, что на челленджеры выше стоят люди, у которых уже резистов около чуть ли не под 100, поэтому как бы смысл там не особо в сабах. И вот я как будто считаю, так как у меня моно массового на минус резист вообще нет, у меня есть только на целевой, поэтому я не сильно на сапы как-то заморачиваюсь. Что же, давайте перейдем все-таки к атаке. Что же брать нам все-таки в атаку? Я сколько играю на арене, я все время пытался как-то экспериментировать, то есть на агрессорах играл, та же Миха Дарк, те же агрессоры, которые там Кракен Дарк, через Анубиса пытался играть. У меня в принципе что зеленый, что водный, что огненный есть. Через них я пытался играть. Пробовал такую механику, как максимум там урона с ульты, пробовал на максимум защиты. То есть были у меня даже такой момент, когда я просто брал, допустим, Вилдфанг воды, Викторию огня, Персифону воды и, допустим, Шиву, по-моему, я брал, да. И Шиву воды я брал. Просто защитная пачка, просто чтобы жить. И просто ходил на арену против атакеров, против саперов и смотрел, как они себя чувствуют. Да, какие-то бои выдерживали очень неплохо. Попробовал поставить деф пачку, какое-то время она у меня стояла там, кто мои сагильдийцы могут помнить. У меня стояла очень долго эта пачка, потому что ее просто... Я потом туда еще Купидона света добавил вместо Шивы, по-моему. И она вообще очень долго стояла и не умирала вообще никак. Да, это неплохо, вы как бы очень долго живете, но вы по сути как бы очень-очень мало урона наносите и маленькими крапиночками идете вперед. Поэтому я не рекомендую ставить чисто-чисто деф, потому что
какие бы у вас там не были защищенные моны, я же говорю, есть разные способы развалить вашу пачку. А чтобы понять, как ее развалить, вот человеку хватит буквально одного боя. Если он сразу вас не завалит по своему опыту, он посмотрит, какие у вас ключевые моны, как вы будете, как вообще ваши моны какие чувствуют себя. То есть я когда вижу с первой ульты, сколько я кому сношу, я сразу понимаю, кто меньше по защите или по хп собранный мон. И я сразу их начинаю убивать, потому что игра по сути в атаке строится на 4 в 5. То есть если я сразу сделаю 4 в 4, по сути я уже как бы сравнял шансы. Вот в чем дело. Поэтому первым делом нужно убивать либо ключевого мона, либо того, кто, вот как видите сейчас, либо того, кто меньше всего защищен. То есть вы знаете, что в любом случае любой мон вам может помешать, так или иначе. А у Wildfang с Анубисом вообще какая-то любовь непонятная. Это вообще что-то чрезмерно, я не знаю, какое-то придуманное, потому что всякий раз я не могу ее всегда с первой ульты просто убить, и она всегда атакует первого Анубиса. Я не знаю, как это работает, как это сделано, почему так, но все равно Анубис, у них с Wildfang точно какая-то неравнодушная любовь, мне кажется. Вот. Что еще по атаке? Брать атакеров, агрессоров по дефу, допустим, по хп даже не думайте. Агрессоры по хп сейчас не в мете абсолютно, они не чувствуют себя никаким образом в безопасности, потому что очень много сейчас разных моментов, сифоны, то есть некоторым агрессорам прям нужно ультовать, а сейчас почти, как вы видите, все берут либо деф-агрессоров, либо сифонеров, либо что-то в этом роде. И просто они не раскрываются, агрессоры по хп, они просто умирают и все. И как бы все агрессоры по хп, которые у меня есть, они долго и лежат уже в ящике и не видят белого света. Что по деф-агрессорам? Деф-агрессоры, да, сейчас небольшая есть мета на них. Они неплохие. Единственное, что они очень страдают от сапов, как вы видите. И в принципе, как я уже сказал ранее, много людей сейчас играют через сап, потому что это сейчас как бы актуалочка, как бы зачем втачивать там монов, которые, как у меня, допустим, без Локи, которые очень сильно могут дамажить по пол хп, в принципе, с одного ульта. И зачем их качать, зачем их развивать, если они, в принципе, только, ну, грубо говоря, только на арене как бы себя и полностью раскрывают. Вот эта тоже пачка мне очень понравилась, как бы они уменьшают, Wildfang воды уменьшает от своего лидера мне криты, у меня 2 крита зависимых как бы мона, плюс здесь есть 2 минус резистера, 1 танк, который отвлекает, и еще плюс сифонер сап юки. Это очень неплохая пачка, кстати, всем советую. Я сразу, когда арену фармил, я когда увидел, я сразу подумал, чувак, неплохо. Правда, тут, в принципе, все понятно, как бы ничего сверхъестественного тут не придумал. Да, 2 минус резистера, да, мана восстанавливается от урона у Ханы, но для начала как бы я просто накопил ульту и все, как бы я не стал сильно как бы тут чем-то заморачиваться. Мне тут как бы легко все удалось, чисто из-за того, что и то видите, как они много дамажат из-за своих сапов. Ну, атакеры, мне главное накопить ульту, все. То есть мои бои очень простые, мне главное накопить ульту на 2 атакеров, вот и все. То есть у меня свет, тьма — это танки, они на себя весь урон забирают, так как я говорил уже, на верхних уровнях, на самых больших рангах, то есть которые вверху, они чаще всего ставят свет, тьму. Мерлина ставят в лидера чаще всего, потому что минус 20% к резисту дает. Да, неплохо, но почему-то сейчас этого стало намного меньше. Не знаю почему, люди на него просто забили. Я его пока качаю, никак не могу ни 3-ю эволюцию сделать, ни лидерку выбить, но это не суть, как бы. Они тоже не сильно нам... Ну вот видите, что происходит просто с атакерами, то есть просто одна ульта, их нет. Вот зачем такая пачка просто нужна? Типа, если вы хотите, чтобы у вас вкладка Difference
в вашем блоге, в ваших батлах была вся красная, то, пожалуйста, конечно, такие пачки можете ставить, и, в принципе, будет вот примерно так все проходить у ваших врагов. Я говорю сейчас, конечно, от себя, потому что мне такие пачки абсолютно не страшны, то есть я просто захожу и минус 3 сразу там, или всю пачку убираю просто, и мне уже абсолютно становится не страшно. А когда я вижу то, что после моей первой ульты, допустим, моны стоят и у них там по 20% хп отнялось, то я уже начинаю реально нервничать. Потому что это, ну вот, допустим, вот в таком бою я не нервничаю. А если начинается бой, и я как бы даю первый проказ своих монов, и я вижу, что я далеко еще даже со второго хода никого не приближу меньше половины хп, я начинаю реально нервничать. Потому что человек уже либо очень хорошо прокачал своих монов, либо у него просто бешеная там защита, там все прокачано нереально. Но человек реально шарит. Поэтому я как бы и на топов смотрел, как они примерно пытаются ставить пачки. Они немного, ну для меня, допустим, непонятно, зачем они жертвуют там одним, чтобы поставить другое. Ну кто-то просто невероятно строит и по связям, по цепям, которые синергия, и по всему остальному, и по камням, и по самим монам. Очень неплохо. Но вот тоже интересные вещи ставят. Темных атакеров, которые в принципе с ульты могут снести всю пачку, но вы же понимаете, что когда я атакую, я сначала убиваю одного, жду выхода второго вашего ключевого мона, чтобы понять, что будет происходить. То есть, когда вы видите 4 монов, вы в принципе понимаете, что может вам предвещать этот бой. Но когда вы уже выбили 5-го и поняли, что дело-то все не так хорошо, как вы думали, и вам начинает становиться немножечко не по себе, потому что тот мон, которого вы ожидали, его, к сожалению, нету, и вам придется либо отхватить, либо как-то извернуться, чтобы все-таки добить его. Что же еще могу сказать про атаку? В принципе, как бы были у нас моменты, когда люди и пытались и только шоками и станами как-то это все разрулить, но все-таки сейчас с теми еще скиллами, которые полный антирезист дают, ничего, мне кажется, из этого хорошего тоже не выйдет, потому что просто-напросто либо у него будет полный резист от всех ваших скиллов, и вы просто его не убьете, так как у тех, кто дает минус резист, они обычно не особо в атаку уходят, потому что станы вообще как-то ушли на второй план, на самом деле. Поэтому, я думаю, для атаки сейчас более всего актуальны моны, именно те, которые либо наносят очень большой дамаг, то есть как бы, несмотря на то, что вы берете в атаку, как бы ничего страшного, то что, допустим, у меня вода в атаке, я понимаю просто такую вещь, то что я буду сражаться чаще всего с тьмой и светом, то есть мне как бы по барабану, что у меня будет земля, огонь или вода. Вы можете, в принципе, если получится у вас, можете и землю прокачать на атаку. Я видел неплохие шивы, как бы зеленые тоже. Гильгамеш воды тоже неплохо, в принципе, в атаке. Можно, конечно, попробовать и на темных атакерах поиграть. Но если вы попадете на очень защищенного человека, то и вы его с ульты не сбреете, то, скорее всего, если у него есть светлый мон, то, скорее всего, ваш Гильгамеш просто отъедет. Вот и все. Или же после первой ульты, допустим, умер только один мон, а дальше у него какой-нибудь хил или такой же сильный атакер, который просто сбреет вас с с одного скилла просто, или заставит атаковать его танка, и все, и как бы мон уже себя не раскроет. То есть я анализирую иногда то, какими пачками на меня нападают. Сейчас я все-таки хочу доделать этого Мерлина, чтобы попробовать все-таки его засунуть в деф пачку, как-то ее переворошить, чтобы получилось хоть что-то. После реворка, кстати, Лилитка тьмы стала очень опасной. Прям вот реально она стала как Вуконг тьмы, которого я просто ненавижу реально, потому что
эти станы это просто звездец. То есть как бы пятизвездочный как бы танк со станами это трындец. Просто если на нем еще и будет какой-нибудь сифон сет, это все, это как бы если я его не смогу пробивать, то у него будет много там антикрита, то это все, это пипец просто. Вы сразу проиграли. Я даже, наверное, не стал бы второй раз заходить, потому что, ну, на самом деле попадаются люди с хорошими пачками, но их надо очень долго искать, и не всегда они бывают на каких-то высоких рангах. Допустим, когда я проходил, я видел на челленджере неплохого типа. У него стояла Хана Света с щитком, с барьером Бастион Сет, светлая. Она дает от лидерки минус резист. У него был, как его, который у нас светлый мон, как дракон. Этот, который, в общем, да, этот мон, который шокает всех на 2 хода. Свирты он еще с частицы дают на него. Вот этот мон был Купидон Света, и кажется кто-то еще был, Лилитка была светлая точно, с фигулистом. Очень-очень хорошая пачка, всем советую, особенно когда в конце у него вылетел пятым, по-моему, этот Шао Джин, по-моему, светлый или что-то вроде того. В общем, полностью светлая пачка, как бы пытаясь ее развалить и тьмой и светом, как бы я завис, по-моему, на 3-4 боя на него. И поверьте мне, это, если правильно это сделать, это будет прям вообще для некоторых просто непобедимая пачка, потому что немногие, допустим, какую-то одну стихию прокачивают. Все качают тьму, свет, это 100%. А что касается элементов, каждый качает то, что там ему больше по душе или больше ему понадобится. Поэтому в своем как бы выборе у каждого есть свой выбор, как бы, но существует определенное количество монов, которых берут именно для арены. Все берут, и у каждый, может быть, даже пробовал их всегда ставить когда-либо, там еще когда-нибудь. И они, в принципе, сейчас ну, в большинстве курируют. То есть некоторых монов прям редко увидишь, которых прям тут вообще, ну, они не нужны. Допустим, то же самое Балрона воды. Она, в принципе, как бы неплохой атакер, но для Титана тут она, в принципе, может нанести урон, но она очень ватная. И, в принципе, она бьет по большим хп, но как бы для танков она особо не опасна. Поэтому, как бы, чаще агрессоры, чаще саперы, чаще атакеры. Это как бы залог победы. Еще такой момент. Допустим, Купидон, Ханна Тьмы. Это моны, которые дают ману. Плюс хилят. То есть пассивно дают ману с каждым ходом. Иногда это очень полезная вещь. И как бы если когда-нибудь вам выпадет данный монер, то даже не задумывайтесь, качайте, включайте в арену, это прям вообще офигительные моны, очень советую. Тем, кто хочет попробовать собрать такую же пачку, как у меня, допустим, единственное, как бы, сделать Анубиса, сделать Локи несложно, единственное, 2 сложных момента, это Купидон с Юки, как бы они немного редкие моны, и получить их как бы не всегда такое простое дело. То есть это просто на удачу. То есть, ну, я же говорю, можете заменять, допустим, тот же самый Купидон на Хану Тьмы можно заменить. Юки ту же самую, можно пускай даже Мерлином заменить, тоже будет очень хорошо, хотя не будет сапов. В общем, вот тот же самый Гильгамеш Тьмы, в принципе, как бы атакер неплохой, ультанет, как бы, и все, и пачки нет, но он не живет здесь, то есть пятым ставить, это надо просто... Вы заметили еще такую интересную вещь, когда я всегда оставляю, то есть сифонера без стана, без какого-то либо шока или замешательства, и убиваю мон, чтобы вышел пятый, чтобы забрать у него ману, чтобы сразу понять, кто там, и то, что он мне уже ничего не сделает, если я не рассчитаю урон и убью нечаянно лишнего мона, и тогда я встречусь лицом к лицу, как говорится, с ультой врага. Поэтому я
Не рекомендую добивать. А вот тоже похожая пачка, вот я про этого самого Парамона говорил, забыл название, вылетело из головы. Но это не тот человек, это уже более такой послабжий человек, потому что у него немного неправильная расстановка. Я просто как бы выбрал Нуби, Купидона, я его сразу убиваю. И все, у него в принципе поток маны заканчивается на этом. Да, есть Локи, который даст маны пассивно, да, есть этот Мон, который еще маны даст. И в принципе я его снесу с одной ульты, как бы. Да. Ну, думаю, на этом я свой рассказ в принципе закончу, если на Пипе не остановимся. Если кто-то хочет что-то еще узнать об арене, я в принципе еще планировал записывать большую арену. Там немного другой уже идет бой, как бы, потому что там у вас надо ставить, вы то есть не можете ставить одну пачку, вам надо сразу 3 ставить. И как там в деф пачке ставить, как там ставить в атак пачке, это все очень тоже сложно, и надо все это тоже объяснять, рассказывать, потому что просто так, зайдя туда, вы, конечно, никого в принципе там особо и не убьете. Максимум можно пройти какого-нибудь Диамонда и все, как бы на этом остановиться, потому что люди дальше уже умеют ставить, они в первый день уже там чуть ли не по 4000 очков имеют, когда у вас там, допустим, 700. Ну и в принципе, я думаю, все на этом. Я закончу на этом свой рассказ. Всем спасибо, что кто слушал, кто дослушал. Вообще огромное спасибо, как бы тебе, если интересно мое мнение и все остальное, как бы задавайте вопросы, я отвечу. Если какие-то есть вопросы по атакующим пачкам, какие гемы поставить, каких монов лучше взять, лидеров или кого лучше вкачать из имеющихся. На этом тогда будем прощаться. Именно со мной. Видос досматривайте до конца. Всем спасибо за еще раз всех, кто прослушал. Всем пока. I'm just calling to say I